Это что за ужас? Ты что, туда пальцем мочил в этой воде? Надеюсь, ты не трогал воду? Боже, как же воняет! Что это за вещество? Похоже на холодец? Это вода из колодца. Что это? Just like that. Вот такие дела. Это вода из колодца Рэя Кэмпбелла в городе Диммок. На улице, где он живет, была сделана одна из самых первых скважин. Эту воду набрали в декабре прошлого года. Сейчас ситуация значительно ухудшилась. Сейчас от воды пахнет, как от сдохшего скунса. И она намного плотнее и темнее, и пузырится. Из нашего колодца начал под давлением выходить газ. Газ вырывался из воды мощными рывками. Уже почти 10 лет Соединенные Штаты сотрясает сланцевая лихорадка. На углеводородах и сланцах нефтегазовые гиганты и биржевые спекулянты зарабатывают более 20 миллиардов долларов в год. Расплачиваются за это миллионы простых американцев. Добычу сланцевого газа методом гидроразрыва специалисты приравнивают к экологическому терроризму. Мы же раньше пили воду из-под крана. Теперь на поверхности воды маслянистая пленка. Она имеет резкий запах, похожий на запах дизеля или какого-то масла. Это ожоги у меня на руках. Я заработал, когда на руки попали брызги воды с химикатами. Когда я работал. Таскал воду, вода проливалась. Это все из-за едких химикатов. Следы у меня на лице. Это тоже из-за химикатов. Из-за того, что я дышал, есть еще следы на ногах и все такое прочее, что возникает в результате контакта с химикатами. Видите, вот здесь. Это все от того, что вы стоите в луже химикатов. Ноги промокают, а вы стоите. У людей начинается головокружение, когда они принимают душ под этой водой. У других начинается сильное кровотечение, а также нас повсюду окружают насосные станции. Они стоят каждые 2-4 мили. У людей серьезные проблемы с дыханием. Нас подвергают воздействию тонн токсинов. Это откровенная конвертация воды в сланец. Здесь производится наша еда, наше молоко и мясо. Нужно протестировать, но их не тестируют. Народ был здоров, но после того, как начали бурить скважины, начались серьезные болезни. Резко возросло число сердечных приступов, потому что в воде содержится барий, он пагубно влияет на сердце. У нас были случаи рака, были люди, которые заработали рак, дошло до терминальной стадии. И это повсюду. Я пытался сделать все, чтобы этого не случилось в колодце на моем участке. Но, к моему глубокому сожалению, 8 недель назад моя вода внезапно приобрела металлический привкус. И у меня начались кровотечения из носа. В течение 2 недель у меня шла кровь носом. По полчаса у меня текла кровь. Приходилось нос зажимать. Нам грозит пандемия заболеваний, связанных с эндокринными нарушениями. Аутизм, нарушение внимания, рак яичка, эндометриоз. Все это заболевания, вызванные ослаблением эндокринной системы. На этом кладбище лежат останки людей с начала 19 века. Это останки отцов-основателей этой земли. То есть все это кладбище. Эти люди жили здесь, занимались фермерством. А теперь здесь рядом развернулись разработки сланцевых месторождений. Здесь похоронена моя хорошая подруга, Патриция Кэрролл. Она всегда старалась защищать свою землю, как коренные американцы защищали свою. И мы не хотим смотреть на то, как земля превращается в долину сланцевых колодцев. Ее забирают под контроль корпорации, и вот что происходит. Первая газовая скважина в сланцевых пластах была пробурена в США в 1821 году, но, понимая вред, наносимый экологии, технологии и разработки, ее заморозили. В 2005 году Конгресс США под давлением президента Джорджа Буша легализовал гидроудары с использованием химикатов рядом с источниками питьевой воды. Сейчас в Америке насчитывается более 35 тысяч скважин, через которые добывается сланцевый газ. Во всех этих местах можно говорить об экологической катастрофе. Эй, Обама, нам не нужна сланцевая драма. Эй, Обама, ты доведешь нас до сланцевой драмы. Мы с вами в газовом королевстве в Пенсильвании, в эпицентре фрекинга, гидроразрыва пласта. Прямо за нашей спиной стоит шумная, дико загрязняющая окружающую среду компрессорная установка. Мы здесь, потому что нам нужно добиться снижения добычи сланцевого газа. Суббота, 19 октября. Сегодня Международный день без сланца. День активности против добычи газа путем гидроразрыва пласта. Мы хотим, чтобы нас услышали законодатели, те, кто принимает решения в Нью-Йорке, Пенсильвании и по всему миру. Нам надо сказать «нет» сланцевой революции. А у людей нет здоровой воды из-под крана. Окей, поговорим о качестве воды.
Вот документ Кэббота, компании, которую ты представляешь. Вот, взгляни. Тебе наверняка это знакомо. Вот 3 соглашения. Их подписал Дэн Денджи, верно? Да-да, я вижу. Ну почему же, по-вашему, он подписал это и получил $4 миллиона? Крейг, я не понимаю, о чем ты говоришь. Я ничего из этого не читал и не собираюсь отвечать на этот вопрос, в котором некомпетентен. Ну хорошо, вот ты говоришь, что вода чистая. А как насчет расследования Лоры Лизьерс? Я ничего не знаю. Надо сначала разобрать, все прочитать. Почему бы тебе не сесть и не почитать? Эти документы есть онлайн. Абсолютно точно прочитаю. Ну хорошо, Джо. Вы, вероятно, в курсе, что агентства уже делали 3 попытки связать загрязнение грунтовых вод с технологией гидравлического разрыва пластов в штате Вайоминг и Пенсильвания. Известно ли вам хотя бы об одном задокументированном случае, когда загрязнение грунтовых вод произошло в результате гидравлического разрыва пласта? Отвечайте коротко. Нет, неизвестно. Добыча сланцевого газа осуществляется при помощи гидравлического взрыва. В скважину на глубину до 4 километров закачивается смесь из воды, песка и ядовитых соединений. В каждую шахту закачивается от 80 до 300 тонн токсичных химикатов. Под давлением этот коктейль Молотова взрывается, в результате чего в сланцевой породе образуются трещины и высвобождается газ. Все дали подписку о неразглашении. Мы не должны с вами разговаривать. Наш адвокат говорит, что нам надо молчать. Но мы-то говорим, нам совесть не позволяет молчать. Мы считаем, что надо предупредить других людей вовремя. Меня зовут Кэти Клабер, генеральный исполнительный директор сланцевой компании Марселос. Наши принципы работы включают прозрачность и своевременное предоставление углубленной информации законодателям, регулирующим госорганам, СМИ и обществу. Мы можем гордиться тем, что обеспечиваем рост добычи чистого природного газа, создающего рабочие места и благоустроенность в обществе. У нас есть документы из Димока, которые доказывают, что там отравили воду. Это 160 писем из Департамента по защите окружающей среды, в которых написано: в этот раз департамент вследствие расследования установил, что бурение сланцевых скважин негативно повлияло на водоснабжение в вашем участке. Посмотрите, 160 писем, и везде выделено желтым одно и то же. Эти письма всплыли недавно, компании перехватывали и пытались их скрыть. Вообще-то мне нужен новый плакат. Этот сломался, поэтому он упал. Ну ладно, мы его сюда посадим. Прямо через дорогу. Видите тот колодец? Всего на расстоянии 150 метров. 150 метров. Это не так уж далеко. Я даже не могу пустить воду в колодце. Она нереально токсична. Меня об этом предупредили люди из 4 университетов и адвокаты. Мне сказали, ни в коем случае не включай эту воду ни при каких условиях. Америка обладает всего 2% нефти от общемирового запаса. И с таким небольшим количеством нефти этой стране нужно разрабатывать все прочие доступные энергоресурсы. Моя администрация приложит все возможные усилия по разработке новой сланцевой стратегии таким образом, чтобы мы использовали этот национальный ресурс максимально бережно. Я требую, чтобы все добывающие компании, бурящие сланцевые скважины на общественных территориях, обнародовали составы смесей, используемых в процессе гидроразрыва. Потому что Америка будет использовать этот ресурс, не подвергая здоровье и благополучие своих граждан риску. Мы хотим знать, почему выбранная нами власть, руководители корпораций не придут и не попробуют сделать глоток воды, которая, как они утверждают, чистая и безвредная. У нас большие проблемы, и они об этом знают, но их работа — отрицать и отрицать правду. Ты не знаешь, к кому обратиться. Все бесполезно. Вы как будто пинаете мертвую лошадь. Вы не знаете, что делать. К нам даже приезжал сенатор штата Нью-Йорк, но правительство нашего штата не хочет, чтобы их беспокоили. Я думаю, они не хотят нести ответственность. И делают все вот так вот. Они не хотят видеть проблем. Мы же скоро будем платить по $20 за галлон воды, а это 4 литра. Это больше, чем за бензин. Газовая компания, которой принадлежала разработка, позвонила в департамент по защите окружающей среды. Они взяли 2 образца воды на экспертизу. В результате первого теста в воде содержалось 38,9 мг метана на 1 литр воды. Второй тест, спустя пару недель, показал, что в воде содержалось уже 58,4 мг на литр. То есть уровень метана вырос. Также в воде зафиксировали высокий уровень бария, хлорида и алюминия.
Мы постоянно живем в страхе метанового взрыва. Уровень содержания метана растет. Мы перестали пить воду, отсоединились от колодца на данный момент. А мы купили этот дом и переехали в ноябре 2010-го. Нам еще 14 лет платить ипотеку за этот дом. А его стоимость сейчас никакая, он ничего не стоит. В 48 штатах объявили сланцевую революцию. Затраты на бурение более чем 7 тысяч скважин составили $42 миллиарда. Охота за сланцем привела к вопиющим случаям экотерроризма. Для одного гидроразрыва требуется 12 тысяч тонн воды. Для полного завершения одной сланцевой разработки требуется 30 миллионов литров питьевой воды. Столько не вмещают в себя даже крупнейшие озера мира. В состав смеси, которую закачивают в скважину, помимо воды входит 600 наименований химических соединений, включающих соляную кислоту, сложный эфир борной кислоты, гуаровую смолу, изопропиловый спирт, метанол и другие. Население жилых зон, расположенных вокруг месторождения сланца, стремительно падает. Несмотря на ущерб экологии, наносимый производством сланца, правительство США поощряет распространение этой технологии.